Всем привет, с вами Тандер, и сегодня, видео про микрофон. Да, не про War Thunder. Итак, мне предложили недавно микрофон Fine Ampligame AM8 на обзор, и как человек, лишенный алчности, я, естественно, согласился. Звук в этом видео также записан на новый микрофон. Итак, AM8 микрофон компании Fine, который позиционирует себя, грубо говоря, как стримерский и простой в обращении. Должен сказать сразу, что в силу того, что я бедный житель столицы, у меня нет аудиокарты, так что я буду использовать микрофон, как и большинство людей. Воткнул и заговорил. И сразу скажу, что с данной задачей микрофон справляется отлично. Но все-таки давайте поговорим немного про точные характеристики микрофона. Итак, вид микрофона динамический, хотя об этом чуть позже. Направленность микрофона кардиоидная. Это значит то, что наилучшее улавливание сигнала будет прямо перед микрофоном. Схема различных направленностей на вашем экране. Подключается микрофон по проводу через USB Type-C или XLR, которого, кстати, нет в комплекте. Диапазон частот от 70 до 15 тысяч Гц, что в целом хороший показатель. По соотношению сигнал-шум микрофон на уровне музыки 75 дБ. Микрофон достаточно хорошо изолирует звук со стороны, так что проблем с посторонним слабым шумом быть не должно. Что по звуку в целом? Могу сказать, что звучит микрофон нормально. Даже можно сказать достойно, однако звук все-таки чуть-чуть обрезается. Давайте сравним два микрофона. Мой прошлый Samsung C01U Pro за примерно 15 тысяч рублей и AM8 за примерно 6 тысяч рублей. Давайте зачитаю одинаковый фрагмент чего-либо, а потом попеременно покажу разницу в звуке между двумя микрофонами. Сразу стоит сказать, что звук не обработан. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой сомкнуты негой взоры, навстречу северной авроры, звездою севера явись. Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой сомкнуты негой взоры, навстречу северной авроры, звездою севера явись. Как можно услышать, звук с AM8 не сильно уступает микрофону, который в 3 раза дороже его. К тому же AM8 не нужно никак дополнительно настраивать, в отличие от Samsung, на который в любом случае нужна спецпрограмма. Кстати, микрофон динамический лишь отчасти, если так можно сказать, ведь по факту он улавливает звук с двух сторон, но это не минус, просто факт. А что если мы обработаем звук из AM8? Для 5000 рублей результат выходит очень приличный, надо сказать. Вы слышите это в ролике. К тому же сюда можно добавить, что визуально микрофон выглядит очень привлекательно. Тут и RGB подсветка, тут и удобная регулировка звука на самом микрофоне и даже возможность подключить наушники прямо в микрофон, чтобы следить за звуком напрямую. Нужно сказать, что если бы у меня не было бы микрофона в данный момент, и я бы увидел AM8, то несомненно мой выбор мог бы пасть на них. За такую цену вы получаете прекрасный звук, удобство и простоту настройки. Буквально все, что вам нужно, это подключить микрофон через USB, что, думаю, несложно. Из минусов можно назвать то, что, как и у любого USB микрофона, если громкость стоит выше 60-70%, то будет слышен шум, и не важно, что вы будете делать. Но это минус для всех микрофонов, и устраняется он очень просто в любой программе. Также можно сказать, что хотелось бы чуть большего диапазона, то есть меньше зажатости. Однако я понимаю, микрофон стоит 5000, что в текущих реалиях очень мало для такого приличного качества. Я однозначно рекомендую вам микрофон к покупке. Тем более тем, кто хочет получить хороший звук простым, недорогим путем. Надеюсь, этот небольшой ролик был вам полезен и, возможно, помог определиться. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео.